Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Спасибо вам большое за ваши подписки, за ваши комментарии, лайки, за то, что поддерживаете меня всегда, за ваши теплые слова. Очень приятно, все комментарии читаю, очень интересно. Сегодня решила снять видео немного в другом формате. Тема нашего расклада будет Таро-прогноз на октябрь, но решила сделать по стихиям, по знакам стихий. Да, то есть у нас огонь, земля, воздух, вода. И, соответственно, по стихиям разбить эти знаки. В каждом раскладе будет рассмотрен 3 знака зодиака. Ну, так как более будет конкретно, да, по знакам, по стихиям. Знаете, почему не снимаю такие расклады? Вот первый раз пробую, потому что, к сожалению, ориентируюсь на просмотры, на статистику просмотров, что, естественно, мне важно на YouTube, да, я ориентируюсь только так на ваш интерес, какие темы вам интересны, какие вы смотрите, как вы на них реагируете, какие комментарии вы пишете. И, к сожалению, да, вот многие пишут, что очень нравятся ваши длинные видео, ну, снимайте больше, снимайте чаще. Я с удовольствием, но мне нужна обратная связь, нужны лайки, нужны просмотры, нужны комментарии. Поэтому буду сейчас смотреть, понравится вам такой формат, не понравится, либо возвращаться к моему прошлому формату, да, где просто обзор, Таро-прогноз на месяц для всех. Вот сейчас посмотрю, какие будут просмотры. Поэтому, если вам понравится видео, это либо какое-то другое, не стесняйтесь, делитесь, пожалуйста, мнением о видео, делитесь видео в своих соцсетях, отправляйте друзьям. Также переходите ко мне в телеграм-канал, пожалуйста. Там, ну, как правило, дублируются видео, но хотелось бы тоже там развить наше сообщество. Может быть, кому-то там будет проще, кому-то будет интереснее там смотреть, более сжато, да, не отвлекаясь. Вот. Также надеюсь, что вы видели, что во вкладке на моем канале, во вкладке «Сообщество», на моем канале «Ведьма Таро» я публиковала объявление о том, что ведется активная запись на годовые Таро-прогнозы, консультации по этим годовым Таро-прогнозам лично со мной, онлайн-консультация, которая проводится по вашим темам, по интересующим вас темам. Да, мы смотрим помимо этих тем еще карты по каждому месяцу, каждому из 12 месяцев. Я там их трактую, вам даю рекомендации, смотрим советы карт. Ну, интересно, информативно. Очень много у меня постоянных клиентов, да, поэтому очень мало осталось мест. Те, кто хотели успеть, пожалуйста, пишите, связывайтесь со мной, да, чтобы потом не было вам обидно, как в прошлом году многие писали, что вот очень хочется, но мест уже нет. Ну, к сожалению, ну вот я не могу сделать больше, чем физически это возможно. Ладно, это было небольшое отступление, чтобы никому потом не переживали, да, никак меня не упрекали, что я не довела до вас эту информацию, не предупредила. Вот, пожалуйста, переходите в телеграм-канал, смотрите объявления во вкладке «Сообщество». Еще раз его, скорее всего, переопубликую. Да, и пишите. Там есть все контакты, вся информация. Итак, давайте смотреть. Таро-прогноз для воздушных знаков. Для водолеев, близнецов и весов. Смотрим. Колесница. Посмотрите, кто-то здесь будет... действительно куда-то поедет, может быть, либо будет находиться далеко от дома, да, на расстоянии, в других странах, в других культурах, на других континентах. Да, у кого-то здесь может быть встреча с таким человеком, общение с такими людьми, которые другие по национальности, по культуре, по статусу с вами совершенно разные, да, по религии разные. Но многих здесь будет как развитие еще чего-то, да, дорога, развитие, поездка.
Старший аркан очень серьезно. Королева мечей — это ваша карта, карта женщины воздушной стихии проигрывается. Вы будете находиться в этой поездке, либо, может быть, будете общаться с кем-то, да, с женщиной, представительницей воздушной стихии. Также здесь могут быть хирурги, правоохранительные органы, возможно, да, с кем-то, может быть, какие-то документы будете оформлять для вот этой поездки. Этим будете заняты. Еще воздушные знаки. Король колес. Здесь, смотрите, вы будете активно думать о деньгах, о каких-то поступлениях. Может быть, для этой поездки вам нужны какие-то поступления для решения своих вопросов вдалеке от вашего дома. Нужны будут деньги, чтобы принять решение. Либо также, может быть, это что-то связано будет вот с мужчиной земной стихии. Земная стихия — это у нас Телец, Дева, Козерог. Да, мужчиной таким серьезным, приземленным, какие-то решения, может быть, поможет вам принять, может быть, поездка с ним будет, может быть, поездка к нему будет, может быть, встреча с ним будет в этой поездке, да, с этим мужчиной. Пишите, у кого что, как будет проигрываться. Ну и здесь, посмотрите, здесь нужно будет вам хорошо подумать, захочется какое-то время провести одному, хорошо подумать, отстраниться от всех проблем. Может быть, действительно здесь касается какого-то санаторного лечения, просто лечения, отпуска, спокойного отпуска. То есть будете планировать вот эту поездку, да, может быть, где-то будете думать, что ничего, я чуть побольше заплачу, но буду находиться в покое. Посмотрим сейчас на другой колоде. Что еще говорят про октябрь месяц для вас, воздушных знаков, Водолеев, Близнецов, Весов? Не торопитесь. Умеренность, старший аркан. Посмотрите, старший аркан — Колесница, умеренность. Не торопитесь в принятии решений. Да, взвешивайте. Действительно, может быть, захочется побыть одному. У кого-то, может быть, это действительно какой-то ретрит, санаторий, отдых, просто как отпуск, да, просто, может быть, захочется ничего не делать, кто такой может себе позволить, да. Хорошая карта умеренности. Также эта карта говорит о том, что не поддавайтесь, вы знаете, дурным привычкам. У кого есть проблемы, может быть, с алкогольной привязанностью, да, то здесь, не нужно, вот не нужно в это впадать, не нужно. И в депрессию не нужно впадать. Почему? Потому что нужно будет все-таки решать какие-то вопросы, бороться за что-то, обсуждать активно, может быть, что-то будете, а может быть, спортом будете в соревнованиях участвовать, спортом заниматься, да, кто вперед, кто быстрее, кто сильнее. Конкурс, может быть, какой-то будете проходить, участвовать в этом конкурсе. Да, и вести активные переговоры по интернету, по переписке, звонки очень много, да, читать различных документов, информацию принимать, может быть, что-то касательно детей, может быть, соревнования у детей, какие-то поездки у детей, выступления какие-то, да, здесь тоже может быть, или куда-то устраивать, документы какие-то получать. Здесь тоже может быть. Вот за это будьте внимательны, все хорошо проверяйте, если дело касается документов, билетов каких-то, да, вот проездных документов. Тут тоже может быть. Давайте еще посмотрим. Ой, туз мечей. Принимать придется решение. Туз мечей говорит нам о том, что нужно будет либо принять решение, либо решительно действовать, либо что-то новое, для чего нужно будет оборвать что-то старое, закончить, решить, все, вот заканчиваю, больше не буду, я не знаю, вот поддаваться каким-то соблазнам, да, больше не буду конфликтовать с кем-то, что не приносит мне никакой пользы, да, вот как новое что-то будет начинаться, но для этого нужно будет отрезать то, что мешает идти к этому новому вам. Давайте посмотрим еще на одной колоде. Таро «Колесо года» называется Таро. Да, колода вот эта.
Да, все колоды яркие, красивые. Напишите, какая вам из них больше всего нравится. И вообще, нравятся они вам или нет. Я выбрала какие-то такие поярче, более говорящие для этого расклада. Так, король жезлов. Ну, нужно будет, может быть, вступать в контакт с каким-то мужчиной огненной стихии. Этот месяц будет связан с этим мужчиной. Может быть, активным представитель государственных органов, может быть, спортсмен какой-то, да, просто активный мужчина, может быть, какой-то мужчина, организовывающий какие-то поездки, решающие документы какие-то, да. Здесь страстный, яркий мужчина огненной стихии. Огненная стихия — это у нас Овен, Лев, Стрелец. Либо не обязательно смотреть, да, по гороскопу, может быть, по характеристикам проиграется. Либо вы здесь будете вот так вот, да, активно действовать, активно решать, активно договариваться, будете в ярких энергиях, страстных. Кстати, может быть, страсть новая возникнет, да. Но здесь будьте аккуратны, здесь может быть что-то не так, как вам кажется, да, сразу же не соглашайтесь на все, да, что будет этот мужчина предлагать, подумайте, осмотрите, здесь какой-то может быть подвох, но думайте о благополучии своем, благополучии своей семьи, это на первое место ставьте, да, не подозревайте здесь, смотрите, вот если ревность какая-то закрадется, у кого-то подозрения, не нужно этого, там нет этого, думайте о благополучии своей семьи и о любви, о вашем семье, о благополучии. У кого-то, кстати, на пороге вот этот вот мужчина, с кем, может быть, был либо какой-то конфликт, либо вы не нравились друг другу с этим мужчиной, либо отношения были разорваны, да, по причине каких-то ревностей, подозрений, поругались. И посмотрите, здесь может быть все-таки что-то скрыто, тайна, может быть, это ваши скрытые отношения, да, вы решите, ну, сделать официальными, открытыми, да, с этим мужчиной. Были отношения, может быть, скрытые, а сейчас решитесь объявить всем о них, да, вот, может быть, будет и предложение руки и сердца, либо предложит мужчина жить вместе вам, да, вот здесь, тогда тоже подумайте хорошо, может быть, об этом будете думать, что вот все, старая жизнь, вот здесь вот, да, моя, больше такой не будет, будет по-другому, поэтому тоже такое может быть с этим мужчиной. Так, ну и давайте посмотрим общий совет для всех трех знаков зодиака: Водолея, Близнецов, Весов, да, и потом я еще посмотрю советы для каждого знака в отдельности. Итак, давайте посмотрим общий совет для стихии воздуха: Водолеев, Близнецов, Весов. Ой, посмотрите, у вас сейчас какой-то этап серьезной трансформации вашей внутренней, глубокой, перехода на какой-то другой уровень, да, где нужно перебороть страхи, где что-то тайное станет явным, что-то вскроется тайное, да, может быть, выйдете из любовного треугольника вы, да. Посмотрите, и опять королева мечей, опять ваша карта. Вы как обрубите это все, либо вы вскроете какую-то информацию, да, вы решитесь на этот переход на другой уровень. Здесь, чтобы перейти, вам нужно не бояться и действовать, говорят нам карты, да, не бояться, не терзаться в сомнениях по луне, да, может быть, а все, признаться, может быть, в чем-то честно, себе. Даже себе признаться честно, да, принять это решение уже наконец, да, и сказать: все, вот я перехожу на другой уровень, я теперь буду действовать в своих интересах, не буду, вот здесь вот мне казалось, что я в каких-то рамках, что я заперта в темнице там, да, либо меня что-то держит, а на самом деле меня ничего не держит. Посмотрите на этой карте, у вас развязаны глаза, и мечи, они не держат вас. И веревки-то вам развязывают, поэтому поймете, что вас, в принципе, ничего не ограничивает для принятия решения, для счастья. И посмотрите, пойдете вперед, да, по девятке жезлов, пойдете вперед, начнете отстаивать свои границы, отстоите их практически, свои границы. Пойдете куда-то в новое, будут какие-то новые идеи.
У кого-то здесь нужно обратить внимание на свое здоровье, кто-то, может быть, будет здоровьем заниматься, вот, какими-то обследованиями. Итак, давайте теперь посмотрим совет конкретно по отдельности. Сначала смотрим для водолеев совет на октябрь месяц. Ой, посмотрите, сложности подходят к концу. Здесь у вас колесница. Первую карту у нас была колесница, да, сложности с поездкой, с переездом, с нахождением где-то далеко от дома. Да, вот эти сложности закончатся, вопрос решится, либо, может быть, сложности в общениях с людьми другой национальности, другой религии, из других стран, из других городов, да, разных с вами. Ну и может быть какое-то решение денежного вопроса, либо каких-то семейных вопросов. Здесь может быть, вот если вы находитесь там где-то на расстоянии от дома вашего, да, решаете там какие-то вопросы, появится там, решится финансовый вопрос. Кто-то найдет работу, кто-то получит какое-то пособие, поступления какие-то. Теперь давайте посмотрим совет для близнецов. Близнецы. Колесо. У вас прям буквально колесо фортуны повернется, будет яркий какой-то этап, может быть, действительно тоже поездка у кого-то, перемещение, да, как я говорила уже, может быть. Посмотрите, что-то будет касаться работы, заработка, получения, может быть, у кого-то обучение. Вы продолжите, может быть, обучение свое, да, но здесь труд, который, знаете, каждодневный, монотонный, да, но он, который приносит, стабильно приносит вам доход, этот труд. Ну и посмотрите, какой-то у вас здесь мужчина водной стихии, может быть, моложе вас, объявится, да, проявит себя, какие-то новости, может быть, от него будут идти. Водная стихия — это у нас рыба, рак, скорпион. Либо просто узнаете какую-то новость. Новость касательно денег, касательно работы, может быть, каких-то перемещений, поездок, либо чего-то нового абсолютно в вашей жизни, что-то новое появится. Очень хорошие карты. Ну и давайте посмотрим теперь для весов. Весы, мои дорогие, совет для вас. Ой, вы посмотрите, прислушивайтесь к мнению старших, к мнению начальства, да, относитесь к ним уважительно, к мнениям старших родственников. Обратите внимание на старших родственников в вашей семье. Может быть, у кого-то нужно будет обратить внимание на какие-то, захотите, может быть, более, ну, в религию немножечко, да, уклониться. У весов в семье, в семейном благополучии будет вас очень интересовать, будете стараться улучшить все, чтобы был покой, тепло, счастье, любовь в паре, в семье. Посмотрите, хорошая какая карта. У кого-то вы действительно встретите такого человека, весы. Мужчина может быть старше, более опытный, с которым возможны любовные отношения, построение. И вы посмотрите Солнце, и будет абсолютно новый этап в вашей жизни, теплый, яркий, светлый, любовный, где вы вот такая пара прекрасная, да, где вас благословляют сверху, где вы не можете друг без друга. Может быть, встретитесь с человеком, которого любите, обретете друг друга, опять начнутся отношения. Ну, вот такой расклад у нас получился. Я вам желаю прекрасного октября. Пусть будут только хорошие события в вашей жизни. Пишите, пожалуйста, как вам такой формат прогноза. Нравится, не нравится, проигрывается, не проигрывается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.